Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению благородных металлов из вот такого материала. Это импортные разъемы серии RFT. В основном встречаются вот такие разъемы двухрядные папы с локальной позолотой. В меньшем количестве встречаются вот такие двухрядные разъемы, тоже типа папа, с нелокальной позолотой. И совсем в небольшом количестве вот такие разъемы типа мама с нелокальной позолотой. Материал предоставлен одним из подписчиков по имени Александр, за что ему, как обычно, отдельное спасибо. Общее количество разъемов 53 штуки. Теперь по плану переработки. Как я сказал, разъем у нас трех типов. Соответственно, трех типов пины. Вот такие пины от разъемов типа мама с нелокальной позолотой. Вот такой пин от разъема типа папа с нелокальной позолотой. И вот такой пин от разъема типа папа с локальной позолотой. За кадром я подготовлю материал, разберу все разъемы, содержащие пины с нелокальной позолотой. А так как на разъемах с локальной позолотой позолота заканчивается как раз на границе пластика, то и обрабатывать мы будем разъемы прямо в пластике, без их геморройной разборки. План на ближайшие пару часов накидали. Приступаем. Материал подготовлен. Всю лигатуру с нелокальной позолотой я отделил от разъемов. Ну и, как говорил раньше, разъемы с локальной позолотой мы будем обрабатывать, не разбирая. Также за кадром я обработал лигатуру растворителем припоя, но на разъемах с локальной позолотой делать этого не имело смысла. Теперь вернемся к плану переработки. Извлекать драгоценные металлы, которыми в нашем случае предположительно являются золото, серебро и, возможно, даже палладий, будем при помощи достаточно изящного химического процесса, коим в нашем случае выступает сорбционное выщелачивание в цианид-содержащем растворе. Для приготовления цианид-содержащего раствора будет задействован китайский реагент Jinchuan. В роли сорбционного элемента будем использовать ионообменную смолу, в свою очередь являющуюся слабоосновным анионитом. Теперь коротко о том, в чем, собственно, суть процесса сорбционного выщелачивания. Цианид-содержащий раствор помещают в золотосодержащий материал. В нашем случае это разъемы и лигатура. Одновременно с этим в раствор также засыпают ионообменную смолу. В процессе растворения золота и других драгоценных металлов в цианид-содержащем растворе происходит одновременная сорбция или, другими словами, концентрирование за счет ионообменных процессов ионов этих металлов в пористых структурах ионообменной смолы. Таким образом, ионообменная смола сразу отбирает на себя весь полезный металл, находящийся в растворе. В итоге на выходе получаем насыщенную золотом и другими драгоценными металлами ионообменную смолу и свободный от этих металлов цианид-содержащий раствор. И в дальнейшем работаем только с ионообменной смолой, а раствор и исходный материал сразу без всяких фильтраций и промывок идет в утилизацию. Таким образом, из процесса извлечения драгоценных металлов исключается такая долгая и нудная процедура, как фильтрация раствора. И как будет показано в дальнейшем, также исключается процесс цементации полезных металлов цинковым порошком. Объяснение и расписывание реакций, происходящих в рамках самого ионообменного процесса, выходит за рамки нашей лабораторной работы. Поэтому сразу приступим к приготовлению материала и растворов. Для приготовления цианид-содержащего выщелачивающего раствора нам понадобится 1500 мл обычной недистиллированной воды, подогретой до оптимальной температуры 55-60 градусов. Также понадобится навеска из 37 грамм китайского реагента Jinchuan. Также будем задействовать дополнительный окислитель. В его роли будет выступать навеска из 10 грамм железосинеродистого калия, также в народе известного как красная кровяная соль. И для поддержания оптимального pH раствора в районе 11 будем задействовать навеску из 14 грамм гидроксида натрия. Собственно, готовим раствор.
Наш раствор готов. Начинаем работу по извлечению драгоценных металлов. Выщелачивать золото из материала будем в 5-литровом стакане. На дно помещаем воздухорассеивающую трубку, подсоединенную через шланг к компрессору. Высыпаем лигатуру. Высыпаем остальной материал. Заливаем все это выщелачивающим раствором. Раствор я предварительно отфильтровал за кадром, для того, чтобы взвеси в нем находящиеся в дальнейшем не помешали отделению ионообменной смолы от раствора. Приливаем раствор. Раствор покрыл весь материал. Включаем компрессор. И присыпаем нарезку из 15 грамм ионообменной смолы. Уменьшаем количество даваемого атмосферного воздуха для того, чтобы уменьшить пенообразование. Включаем легкий подогрев для того, чтобы держать оптимальную температуру раствора на уровне приблизительно 55-60 градусов. И ждем окончания процесса выщелачивания. В процессе сорбционного выщелачивания мы подаем избыток атмосферного воздуха через газораспределительную систему по двум причинам. Первое, находящийся в атмосферном воздухе кислород является дополнительным окислителем, и это ускоряет процесс выщелачивания. А также пузырьки воздуха, поднимающиеся к поверхности раствора, способствуют ее циркуляции, что в свою очередь ускоряет ионообменные процессы между ионообменной смолой и раствором. Ионообменные смолы обладают рядом важных характеристик. Нет смысла все их упоминать, озвучу лишь пару основных. Первое – это селективность сорбции по драгоценным металлам. В нашем случае использована ионообменная смола с селективностью по золоту в районе 80%. То есть на 8 грамм абсорбированного золота приходится не более 2 грамм паразитных металлов, например, меди, которую цианид-содержащий раствор обязательно подъест из материала. Второй параметр – это степень сорбции. Он определяет, какую массу металла способна абсорбировать ионообменная смола относительно собственной сухой массы. В нашем случае это примерно 6 грамм металла на 10 грамм собственно сухого веса ионообменной смолы.
Остальные параметры относятся в основном к процессу илюирования и десорбции драгоценных металлов из ионообменных смол. И в рамках нашей лабораторной работы рассматриваться не будут по причине отсутствия в ней илюирования на пару с десорбцией. Извлекать полезные металлы из ионообменной смолы мы будем немного другим способом. Исходя из вышеозвученных параметров, а также исходя из того, что я не ожидаю от этого материала выхода по золоту более чем 1 грамм, я использовал навеску 15 грамм ионообменной смолы. Это более чем 7-кратный запас по степени сорбции, но, как говорится, пусть будет. Более по процессу выщелачивания мне особо сказать нечего, поэтому ставлю вас на таймлапс. Развлекайтесь. Can you hear what I... Why can't we be? We need to watch more. We need to watch more. Спустя приблизительно 40 минут процесс выщелачивания закончен. Раствор даже просветлел. Не понадобилось добавлять секретный ингредиент, которым обычно является 5% раствор перекиси водорода. Вот что имеем в результате. Надеюсь, хорошо видно. Золотое покрытие на пинах отсутствует. Теперь перейдем к отделению ионообменной смолы от раствора и материала. Спустя некоторое время имеем следующую диспозицию. Отделенный от раствора и ионообменной смолы основной материал, свободный от драгоценных металлов выщелачивающий раствор и ионообменную смолу в воде вперемешку с лигатурой. Ионообменная смола представляет из себя полимерные шарики со средним диаметром 0,2 мм и средней плотностью в ненасыщенном состоянии 1,5 грамма на кубический сантиметр. Это позволяет ей свободно плавать в теле раствора во время сорбционного выщелачивания. Для отделения ее от лигатуры можно использовать два способа. Первый – это пропустить материал вместе с ионообменной смолой через сито. Ну и второй – призвать на помощь к химии, физику. В этом стакане у меня находится насыщенный раствор хлорида натрия. Он же в простонародье раствор поваренной соли. Приливая насыщенный раствор хлорида натрия к ионообменной смоле, находящейся в воде, мы повысим плотность раствора. Ионообменная смола должна всплыть, после чего ее будет легко отделить от лигатуры. К сожалению, фокус сработал лишь отчасти. Не вся ионообменная смола всплыла.
Видимо, она достаточно сильно насыщена металлами, и плотности раствора оказалось недостаточно для того, чтобы она всплыла вся. Поэтому переходим к плану Б, сетованию. Также предвосхищая голоса из зрительного зала на тему того, что есть ли уверенность, что весь растворенный драгоценный металл из этого раствора извлечен при помощи ионообменной смолы, за кадром я его профильтровал и в дальнейшем на камеру проведу попытку цементации цинковым порошком части этого раствора. Can you see what I see? Trembling on the floor. And can you feel what I feel? We need to walk some more. Can you hear what I hear? We just opened the door. And can we be what we were? The way we were before. Ионообменная смола отделена от примеси в виде лигатуры и просушена. Дефект массы после взвешивания составил 85 грамма. И по этой цифре мы можем предварительно судить о количестве драгоценных металлов, находящихся в ионообменной смоле. Оно не должно превышать эти самые 85 грамма. Самым распространенным методом извлечения драгоценных металлов из ионообменной смолы является илювирование в кислом растворе тиомочевины в присутствии небольшого количества серной кислоты или при использовании раствора родонистого аммония. При этом драгметаллы вследствие обратного ионообменного процесса вновь переходят в раствор и впоследствии извлекаются из него электролизом. Сама же ионообменная смола после обработки ее регенерирующим раствором вновь готова к повторному использованию в процессах сорбционного выщелачивания в цианид содержащих растворах. На больших золотообогатительных предприятиях это имеет экономический смысл из-за достаточно высокой стоимости ионообменной смолы. В нашем случае мы не будем зацикливаться на ее стоимости и применим метод, используемый для качественного анализа. Он же самый доступный из имеющихся, а именно сжигание ионообменной смолы в муфельной печи с последующим растворением полученной золы в царской водке. Также для того, чтобы вы могли сравнить насыщенную ионообменную смолу с ранее незадействованной, я поставил два тиля рядом. Я думаю, что разницу в цвете вполне можно уловить. Как я сказал ранее, для сжигания ионообменной смолы будем использовать муфельную печь. Также нам понадобится промытый кварцевый песок, из одной части которого мы сделаем песчаную баню, а другую часть смешаем с ионообменной смолой. Таким образом мы предотвратим разлет золы после ее сжигания вместе с возможными конвекционными потоками внутри муфельной печи. Лирическое отступление закончили, давайте уже наконец-то ее сожжем. Ионообменную смолу подготовили, несем ее в печь. Печь предварительно нагрета до температуры приблизительно в 1000 градусов, и мы переносим в нее ионообменную смолу.
Ну а пока наше жаркое готовится, давайте перейдем к оценке возможных потерь при методе сорбционного выщелачивания. Как я говорил ранее, я попробую провести цементацию цианид-содержащего раствора, из которого предварительно была извлечена ионообменная смола при помощи цинкового порошка. Приступаем. По документации на ионообменную смолу сорбция по золоту из цианид-содержащих растворов составляет не менее 99%, а по серебру не менее 98%. Информации по металлам платиновой группы я, к сожалению, не нашел. Но уже сейчас, спустя 15 минут, по отсутствию изменения цвета цинкового порошка, можно говорить о том, что цианид-содержащий раствор свободен от благородных металлов. Но мы все же доведем этот процесс до конца для того, чтобы убедиться в правильности выводов. На всякий случай я добавил на веску из 5 грамм гидроксида натрия на тот случай, если уровень pH недостаточен для начала процесса цементации. Спустя пару-тройку минут раствор полностью просветлел. Все находившиеся в нем металлы растворились. Никакого осадка не наблюдается. Соответственно, извлечение всех благородных металлов из цианид-содержащего раствора при помощи ионно-обменной смолы было полным. Ну а мы вернемся к тому, что у нас творится в муфельной печи. Can you see what I see? Trembling on the floor. And can you feel what I feel? We need to walk some more. Вот то, что когда-то было ионообменной смолой, теперь это только ее зола вперемешку с кварцевым песком. Сейчас я перенесу ее в стакан и будем обрабатывать ее кислотами. Начнем с азотной для взятия пробы на серебро и палладий. Ну а далее в дело вступает бессмертная классика царско-водочного процесса. Can we be what we were? The way we were before. Судя по цвету полученного раствора, палладий нам здесь точно не грозит. А вот хлорид серебра попробуем выбить при помощи соляной кислоты. Хлорид серебра также отсутствует. Тем интереснее, сколько же в итоге получится золота, потому что, как мы помним, дефект массы у нас составлял 85 грамма, и если весь этот дефект массы придется на золото, это будет вполне неплохо. Переносим песок с золой ионообменной смолы в стакан и обрабатываем царской водкой.
Царско-водочный раствор после обработки золы ионно-обменной смолы фильтрован и имеет вот такой многообещающий цвет. Но я уже боюсь что-либо загадывать. Несем на восстановление. Раствор, как обычно, нагрет до температуры 80 градусов. Восстанавливать золото до металлического состояния из него будем при помощи одноводного раствора гидрозин-гидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Напомню, что для восстановления 1 грамма золота требуется 17 мл гидрозин-гидрата. Излишек азотной кислоты будем гасить при помощи мочевины. В простонародье карбамид. Избыток азотной кислоты присутствует. Добавляем еще. Азотная кислота погашена. Прикапываем восстановитель. Восстановителя достаточно. Ждем коагуляции. Коагуляция началась. Перекрутим под кипением и ждем, пока раствор просветлеет. Раствор просветлел. Наблюдаем скоагулированный осадок. И этот осадок отправляется на промывку и просушку. И далее на взвешивание. Итак, долгожданная финалочка. Подведем скромные итоги сегодняшней лабораторной работы. Серебра и палладия не нашли, но какое-то количество золота все же добыли. И это количество равно
29 грамма. Конечно, для демонстрации примененного сегодня метода извлечения драгоценных металлов хотелось бы материал побогаче. Например, какой-нибудь рудный, для которого он, в общем-то, и предназначен. Но, как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. В последующих видео при наличии рудного материала я обязательно покажу другие методы работы с ионообменными смолами, а также использование элевирующих и диссорбционных растворов. Но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!